Всем привет! В этом видео хочу доделать проект с каркасным велосипедом, а именно вырезать для него алюминиевую раму, так как в прошлый раз текстолитовая рама лопнула и мне не удалось провести тест-драйв. Я уже все разобрал на детали, получилось не так много запчастей. Полностью алюминиевая вилка осталась в порядке, ее не буду трогать. Составные части рамы буду резать на самодельном ЧПУ станке, но для начала его нужно проверить, так как я не притрагивался к нему больше года. Компьютер включился, и это хороший знак. ЧПУ станок работает, портал реагирует на клавиши. Для начала решил протестировать станок на фанере, так как алюминий не из дешевых и обидно будет запороть заготовку. Что-то пошло не так, портал ЧПУ станка стал дергаться и подклинивать, в первую очередь стал смотреть на каретки. Оказалось, что верхние гайки выкрутились и стали задевать за направляющую. И это очень странно, ведь я раньше этого не замечал, а выкрутиться они не могли за пару минут. Поправить это очень просто, заодно проверю состояние подшипников на каретках. У второй каретки тоже была раскручена гайка. Смазал все фиксатором резьбы и закрутил на свое место. Проверил ход на выключенном станке, вроде бы дергания ушли. Но когда включаешь станок, портал при работе клинит. Чтобы полностью исключить механическую часть, снял ремни с шаговых двигателей. Механическая часть оказалась в порядке, довольно-таки легкий ход. Следующее, на что пало подозрение, это драйвера моторов. Решил их поменять. Включил станок и проверил работу новых драйверов. Но вот, думаю, неполадка найдена, и можно уже вырезать деталь. Но не тут-то было, у станка стали сбиваться оси, и он начал вырезать деталь как попало. Да еще по очереди стали выключаться шаговые двигатели. Последнее, что может быть, это плата опторазвязки, которая соединяет компьютер и сам станок. Хорошо, что я нашел ее в магазине, а так бы все это дело еще растянулось на пару недель. Установил плату на свое место и плюс поставил блок бесперебойного питания. Пришлось немного повозиться, прежде чем запустить станок, так как с виду две одинаковые платы имели разную распиновку. Вроде бы все работает, нужно проверить ЧПУ станок в деле. Начал резать детали как новый, а это значит, что все должно получиться. Делать что-то своими руками не только приятно, а еще экономично, но экономить можно проще. Вместе с кэшбэком от Тинькофф банка, а конкретнее с дебетовой картой Тинькофф Black. Вот сколько вам вернется с разных трат. 1% с любых покупок по карте, до 15% на выбранные категории, которые можно выбрать каждый месяц. Причем вы сами решаете, какие вам выгоднее. До 20% кэшбэк при покупке билетов в кино, театры и концерты при покупке через приложение Тинькофф. До 5% годовых на счет, который приходит каждый месяц. Кэшбэк приходит на карту рублями, которые можно снять, а не какими-нибудь виртуальными баллами. А саму же наличку можно снять в любых банкоматах мира. Но и переводы с карты на карту бесплатные, просто по номеру карты или телефона в любой банк. Оформляйте карту по ссылке в описании и получите дополнительные 10% кэшбэка на все покупки на месяц. Торопитесь, предложение не вечное. Станок успешно выполнил свою работу, значит можно переходить к резке алюминия. Купил гладкий алюминиевый лист толщиной 4 мм. Текстолит тоже был такой толщины, а значит все соберется без проблем. Вырезал из листа кусок подходящего размера и отправился к ЧПУ станку. Теперь его нужно закрепить к столу. Чтобы случайно не задеть саморезы фрезой, воспользовался обрезком фанеры, он покажет расположение рамы. Закрепил лист, включил шпиндель и стал следить, как станок вырезает деталь рамы. Пока смотрел за процессом, подливал машинное масло вместо реза. Кто бы знал, что с такой слабой рамой станок сможет резать такую масштабную металлическую деталь. На одну деталь ушло 4 фрезы и 14 часов времени. Причем все эти 14 часов нужно находиться рядом с ЧПУ станком, следить за его работой. Когда фреза уже резала последний миллиметр, приходилось чистить место реза, так как стружка забивала паз и ломала фрезу. Наконец-то деталь вырезалась, и ее можно снять со стола.
Для второй детали рамы хочу попробовать другую фрезу. Вместо универсальной кукурузы однозаходную специально для алюминия. Большой разницы я не заметил, только стружки стало гораздо больше, и она не так сильно стала забивать рез. Пока вырезалась деталь, исправил первую заготовку. Неправильно выставил 0 и немного вышло за край листа. Припаял к ней недостающий кусок. Прошло еще 14 часов и вырезалась вторая деталь. Далее отмыл их от масла и стружки. А блестящую поверхность отшлифовал наждачной бумагой. Теперь нужно вырезать нижнее перо или заднюю вилку. Его буду резать из дюралевой 8-мм плиты D16T. Также закрепил ее на столе и запустил станок. Эти две детали вырезались не так долго, хватило одного дня. Плита была не совсем ровная и с одной стороны не дорезала полмиллиметра. Снял плиту и дорезал ее вручную, с помощью фрезы и дрели. Также обработал их орбитальной машинкой и стал грунтовать детали специальным грунтом по алюминию. После покрыл детали финишным декоративным слоем. Когда детали высохли, произвел сборку велосипеда. Рама в таком виде весит 7,5 кг. А вилка вместе с рулем получилась 3,5 кг. Далее установил колеса и отправился на тест. Каркасный велосипед на вид вообще не отличается от прошлой версии, но по прочности он далеко ушел вперед. На борту у данного велосипеда 3 скорости и вполне комфортно на нем ездить. Я бы для себя немного поднял руль, сменив его на новый, но в общем получился отличный велосипед с необычным внешним видом. Что я хочу сделать в будущем? Это поменять цвет ободов на черный, сменить руль и поставить мотор-колесо. Пока выбираю 48 или 72 вольта. А что вы думаете по этому поводу? Напишите об этом в комментариях. А на сегодня у меня все. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видео.